Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какая информация вышла и как это в ближайшее время будет влиять на рынки. Так, вышел прогноз, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от американского правительственного агентства. Что здесь примечательно? Примечательно здесь то, что уже в третьем-четвертом квартале текущего года спрос на нефть станет меньше, чем добыча. Соответственно, это уже в текущих условиях ведет к тому, что цены на нефть начинают колебаться, балансировать. И, соответственно, предполагается, что в связи с тем, что рост добычи произойдет, будет происходить естественное снижение потребления нефти, несмотря на то, что все равно независимо от того, как будет происходить повторное движение дельта штамма коронавируса, других штаммов, предполагается, что все равно экономика будет восстанавливаться. Но при этом запуск зеленых технологий, постепенный перевод сначала автомобилей, потом всей другой экономики на минимальное сжигание ископаемого топлива будет приводить к тому, что спрос на нефть в среднем будет падать, и то, что ОПЕК договорилась приоткрывать нефтяной кран в перспективе 2022 года и, возможно, уже даже четвертого квартала 2021 года, придет к тому, что добыча предложения нефти начнет превышать, как предполагается, потребление. В подобных ситуациях мы с вами знаем, сталкиваемся, иногда даже отрицательные цены на нефть бывают. И поэтому здесь вполне вероятно, что сейчас вот эта вся болтанка, которая по нефти на хаях длится, она будет переходить все-таки к снижению цены на нефть. Американское энергетическое агентство ожидает, что цена на нефть Brent до конца года в среднем будет плюс-минус $72 за баррель, но уже в следующем году, в 2022, среднюю годовую цену они видят $66 за баррель. Вполне естественно, если будет предложение превышать спрос, как они вывели такую закономерность, экстраполировали, то неизбежно цены на нефть будут проседать. На текущий момент за июль потребление нефти выросло, но при этом все равно остается меньше, чем за июль 2019 года, того года, который предшествовал всему этому коронавирусному ужасу. Примечательно то, что растет добыча газа, немножко оно растет, и предполагается, что в следующем году и в этом году в Соединенных Штатах газа будет добываться больше. Но это неизбежно, потому что в том случае, если идет сокращение потребления нефти, переориентация экономики на зеленую, то первое, куда будет переориентировано, это большее потребление газа, который дает меньше СО2. Почему это так, я рассказывал в пятничном видео вечернем. Итак, друзья, резюмируя то, что хочет до нас донести американское правительственное энергетическое агентство. Рост цены на нефть закончился. Сейчас, возможно, будет какая-то просадка. Потом цены вернутся плюс-минус $72 за баррель Brent. Средняя до конца 2021 года. А в следующем году будет крутиться все вокруг пресловутой цифры, о которой я вам неоднократно говорил, 66,25. И здесь мы плавно переходим к тому, что предполагается в ближайшее время. Так, друзья, давайте перейдем к новостям. В Америке разгорается политический кризис за харассмент. Из-за харассмента подал в отставку мэр Нью-Йорка. Страсти кипят, все бурлит. Это все политика, нас интересует экономика. Экономика заключается в том, что постепенно все в большей и большей степени утверждается и раскручивается план Байдена. Что такое план Байдена? Байден предлагает деньги не просто печатать, а эти деньги, которые напечатаны, их вкладывать в оплату развития инфраструктуры. Но ни для кого не секрет, что в России очень хороший, очень качественный и недорогой интернет, в отличие от Соединенных Штатов. Мне, правда, страшно об этом говорить, потому что после того, как было сказано, что морковка стоит почти дороже бананов, сразу выросли бананы, и морковка не сильно упала. Но это я шучу. На самом деле
там будет комплексное развитие, инфраструктуру не обновляли, многие дороги, мосты, линии электропередач не обновлялись со времен Великой депрессии, когда там специальные создавались отряды из безработных граждан, которые, соответственно, производили строительство дорог, инфраструктуры и так далее. Вот в отдельных уголках, богом забытых Соединенных Штатов, где живут, скажем так, часть, которая сильно консервативна порой, там потребуется проводить изменения, обновлять инфраструктуру. Предполагается на это потратить порядка, по-моему, миллиона или миллион, триллиона или триллион и 200 миллиардов долларов. Но это как бы первоначальный план. Потом в дальнейшем, возможно, все это будет расширено. Но здесь есть очень интересная закономерность. Посмотрите, несколько факторов есть, которые можно связать в единую цепочку, в единую ниточку. Первое, то, что американский рынок труда восстановился, и ФРС вот-вот с минуты на минуту начнет прикручивать кран с ликвидностью. Это может привести к тому, что рынки рухнут, фондовый рынок рухнет, потому что его не будут поддувать. Поэтому здесь нужны новые деньги. Но эти новые деньги, они должны быть с пользой напечатаны, то есть они должны в какие-то материальные активы быть вложены. Соответственно, я так предполагаю, здесь будет плавный переход. С одной стороны, будет полномасштабно разворачиваться вот этот инфраструктурный план финансирования, восстановления строительства инфраструктуры, переход на зеленые технологии, строительство аккумуляторных заводов, там всяких летающих тарелок, которые будут интернет раздавать и так далее и тому подобное. И в процессе, когда начнут давить акселератор на выделение новых средств и, соответственно, разработку новых проектов, будут постепенно закручивать выкуп активов, ставочку поднимут и так далее. Здесь произойдет переориентация. Потому что для того, чтобы все вот эти изменения производить, что нужно? Конечно же, нужна сталь, сталь уже выросла. Будут пользоваться спросом услуги строителей, которые будут строить. Нужна будет медь, поэтому меди падать не дают. И здесь произойдет, скорее всего, переориентация лидеров рынка, которые будут расти. Это, скорее всего, будут какие-то циклические компании, строительные компании, те, кто занимается строительством инфраструктуры. Конечно же, это будут те компании, которые занимаются выпуском нового оборудования, аккумуляторов, литиевых и так далее и тому подобное. То есть здесь вот весь этот план, насколько я понимаю, весь хитрый замысел Байдена заключается в том, чтобы с одной стороны убрать избыточную ликвидность, которая вызывает инфляцию издержек, и эта инфляция издержек, она, соответственно, поглощает и производит диссипацию экономического роста и восстановления, и заменить полезными деньгами, которые пойдут в инфраструктуру. Там, разумеется, те деньги, которые идут на инфраструктуру, там распилы не такие большие, эффективность их расходования достаточно высокая. Конечно, везде, наверное, немножко кто-то что-то прихватизирует, но там эти деньги в основном будут потрачены с пользой, без особо сильного раздувания бюджетов. Соответственно, что это даст? Америка обновит инфраструктуру, которая в отдельных местах, особенно там, где мосты, дамбы, она износилась со времен 30-х, 40-х годов, когда после Великой депрессии все отстраивали и таким образом из нее выходили. И помимо этого появятся новые рабочие места, более приземленные, и, соответственно, это даст толчок для того, чтобы уменьшить потребление нефти за счет развития зеленых технологий, строительства инфраструктуры, для которых и заводов, производящих оборудование и так далее, будут инвестированы выделяемые средства. И таким образом здесь, судя по всему, в ближайший год мы увидим, даже год-два, увидим смену лидеров роста на американском рынке. Если они эту процедуру выполнят удачно, когда будет раскручиваться маховик инфраструктурных проектов, и при этом они будут потихонечку сначала уменьшать выкуп облигаций, потом ставку поднимать, то, возможно, даже и встряски, и обвала рынка как такового не будет. Но будет какой-то небольшой даунтренд. Но небольшой имеется в виду, не сильное будет падение, но оно, конечно, будет растянуто
во времени, потому что одно дело живые деньги, которые летят в рынок и его надувает, и другое дело деньги, которые идут в реальный сектор, у которых, ну, разумеется, у них немножко оборачиваемость меньше, и они идут в основном в увеличение капитализации определенных компаний, которые связаны с этими инфраструктурными проектами. Вот такой вот хитрый план, я так полагаю, придумал дедушка Байден. Так, друзья, вот по Петропавловску был вопрос. Выложил анализ Петропавловск, телеграм-канал. Сегодня, может быть, еще одну-две бумаги, если время будет, рассмотрю, выложу. Огромная просьба подписываться на телеграм-канал, потому что я его использую в качестве уведомлений для YouTube. Это связано с тем, что далеко не всегда приходят уведомления, и поэтому приходится постить в телеграм-канале. Оставлю за скобками, почему это происходит. Бог с ним. Вопрос в том, что это помогает решать проблему уведомления в новых видео. Так, друзья, далее давайте посмотрим VIX, дневной таймфрейм. И VIX постепенно вползает в консолидацию. Соответственно, вот это движение, оно указывает на то, что пока на текущий момент времени рост VIX и, соответственно, растряхивание американского рынка, оно пока откладывается. Так, далее S&P 500, дневной таймфрейм тоже возьмем. Но здесь консолидация на хаях, вообще как бы он... такое ощущение, что гвоздями туда прибили и все. Так, ну вот если часовик брать, то здесь, соответственно, у нас консолидационный диапазон, который выше 4421 проходит. Соответственно, если пробоя вот этой линии не возникает, то он продолжает здесь торговаться и ходить, бродить туда-сюда. Но здесь уже начинают проступать тревожные звоночки, которые указывают на то, что на этой неделе, возможно, там в пятницу, может быть в четверг, возможно какое-то резкое движение, коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование, возможно, даже 4390 вот этого значения. Так, друзья, далее нефть, но здесь выполнение наказа американской структуры, которая контролирует энергоносители. Здесь движение на 72 сейчас идет. Я думаю, завтра мы вот этот уровень сделаем. Кстати, вот по поводу нефти, вот это движение, я в телеграм-канале эту ситуацию расписывал. Для того, чтобы завтра было 72, должны сегодня проторговаться и не пробить 70,3. В этой ситуации у нас отсюда идет движение сначала на 72, а после закрепления, может быть, даже будет повторение движения на 75, но об этом я бы говорить не стал. Посмотрим, как здесь сейчас отторгуется. Так, индекс доллара. Ну, индекс доллара растет, никуда от этого не деться, потому что раз возникло ожидание того, что будут перекрывать кран с деньгами, соответственно, индекс доллара волей-неволей будут толкать вот сюда, вот сейчас, на тестирование пробой 93.43. Так, ну здесь, если брать часовик, то у нас смена вот этой растущей тенденции по индексу доллара, она произойдет, если будет коррекционные откаты и пробитие 92,84. В этой ситуации действительно может возникнуть волна, которая снесет индекс доллара, и цель движения будет на 92,423, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, индекс доллара, конечно, всех напугал, металлы порубил, покромсал. Но я сейчас наблюдаю, что по золоту накопление уже произошло. И либо сегодня, либо завтра, весьма вероятно, отсюда мы получим движение наверх. Цель этого движения – тестирование и пробой 1753. Вот как только это произойдет, может возникнуть очень быстрое движение, у которого конечная цель локальная сейчас будет в район 1798. Да, ну вот золото, оно обладает таким свойством, такие резкие движения совершает. Ну а поскольку другие металлы, те же, тоже там серебро, оно тоже отчасти safe haven, оно следует в каком-то смысле за золотом в этом вопросе. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм сразу беру. С нефтью вроде бы дела наладились. Соответственно, здесь сейчас на вечерке либо проторговка в диапазоне 164 300, 163 500, или пробой вот этой верхней границы и, соответственно, тестирование вот этого диапазона 165, 164 900. Попытка его пробить и улететь наверх.
Я думаю, что вероятность того, что отсюда сейчас разовьется движение и повторное тестирование 163-350, она невелика, если только какой-то произойдет форс-мажор. Во всех остальных случаях сейчас мы здесь поторгуемся и пойдем вот сюда, вот, потому что нефть пока еще не до конца выбрала, не потестила, как EEI предписала $72 за баррель, и поэтому она не успокоится, будет туда идти. И в это время будут подтягивать фьючерс РТС. Так, друзья, далее фьючерс рубль-доллар, сишка. Часовой таймфрейм ставлю. Ну, смотрите, сейчас вот очень интересный момент такой развивается. Потому что в ближайшие часы и завтра с утра либо будет возврат на 74 300. И, соответственно, в этой ситуации разовьется движение, у которого цель вполне может быть 74 тысячи. Либо, если мы не получаем такого вот развития сегодня, либо завтра с утра, то нас уже завтра может ожидать движение на 75 тысяч по сишке. Ну или если переходить на спот, то здесь, соответственно, должно быть, здесь немножко картина другая, чуть-чуть отличается она от фьючерса. Если не будет сегодня-завтра с утра пробития 73.81, 73.75 вот этого диапазона, то нас ждет отсюда движение, у которого цель будет 74,5. Немножко поменьше, чем на фьючерсе, ну и оно как бы вполне так и должно быть. Так, на что касается вечерней сессии, сейчас здесь будет, скорее всего, тестирование 74.05, 74.13. Вот здесь уровень такой проходит. Ну, если его пробиваем, то, соответственно, уже сегодня может пойти движение на 74,5. Скорее всего, здесь будет отбой и закрытие в консолидации, и, возможно, даже пробитие 73.85, и либо коротенький задерг на 73,7, либо возврат в тот канал, который сформировался, как мы видели с вами на фьючерсе. Друзья, основные новости, основные моменты. Спасибо за внимание. Счастливо!